Здравствуйте, с вами Ажара Затулаева и YouTube-канал ProBeauty KZ. Сегодня я вам покажу скульптурно-мануальный массаж лица с холистическим подходом, с элементами блефаропластического и интероральных массажей. В своем массаже я не рассматриваю лицо как отдельную часть тела, так как холистический подход, он сам подразумевает то, что целостный организм, целостность и лицо в том числе. Для того, чтобы подойти к лицу, я расслабляю все основные линии, которые относятся к красоте нашего лица, снимаю зажимы, снимаю спазмы. В мышцах основных это задняя поверхностная линия миофасциальная, также передняя фронтальная линия. И основной упор я делаю на плечевой пояс и на мышцы шеи. Миофасциальные цепи, основные миофасциальные цепи, которые отвечают за красоту нашего лица, начинаются со стоп. То есть по подошве стоп, далее это идет все по задней поверхности ноги и постепенно переходит в заднюю поверхность спины. Для того, чтобы расслабить эти цепи, я использую несколько техник. Я использую лимфодренажные, я использую миофасциальные цепи. Далее, когда я перехожу уже на спину, на спине я прорабатываю ту цепочку мышц, которая относится к задней поверхности шеи и полностью к нашей голове. То есть это вдоль позвоночника. Эти цепи очень важны, и у нас очень часто спазмирована сильно спина, от чего у нас спазмируются все мышцы шеи. На шее у нас множество мышц, которые начинаются, как ни странно, у нас чуть дальше. Да? То есть это глубокий массаж лица с проработкой всех основных цепей. Основной упор я делаю также на плечевой пояс, так как здесь у нас малая и большие грудные мышцы, которые напрямую отвечают за опущение овала, за второй подбородок. И также косвенно, как это ни странно, это относится к появлению носогубки. То есть если у нас зажаты грудные мышцы, соответственно, у нас неправильная осанка, соответственно, у нас здесь идет очень сильное напряжение, поэтому мы это все прорабатываем. И только после проработки всех основных мышц нашего тела, после снятия всех зажимов и спазмов, после этого только я перехожу на работу с лицом. Начинаем наш массаж лица с умывания. Мы всегда используем одноразовые спонжики и теплую воду. Умываю я всегда на гидрофильном масле. Это дает очень глубокое очищение и это экологично для кожи. Масло гидрофильное, оно в дальнейшем в сочетании с водой становится молочком и очень глубоко очищает поры и кожу. Так как я не использую масла в своей процедуре, поэтому гидрофильное масло обеспечивает мне легкое скольжение уже после того, как мы смываем. Сейчас я делаю легкий массаж на гидрофильном масле, и после этого я уже буду непосредственно умывать. Умываю я с элементами лимфодренажного массажа, для того, чтобы снять напряжение с кожи и межтканевого пространства. Гидрофильное масло очень глубоко очищает поры и кожу, и также это очень экологично, так как в гидрофильном масле абсолютно нет никаких парабенов, сульфатов и прочих щелочных химикатов, которые могли бы испортить качество нашей кожи. После того, как я разнесла гидрофильное масло и сделала легкий массаж, я добавляю капельку воды, и наше гидрофильное масло превращается в молочко. Молочко собирает все загрязнения под кожей и в порах и дает нам очень качественное очищение. Высушиваем мы, убираем остатки масла спонжиками. Спонжики также дают легкое очищение кожи. А после гидрофильного масла кожа чувствует себя увлажненной, наполненной. И также дает нам минимальное скольжение, которое нужно для массажа лица. Высушиваем салфеточкой.
Очень многих женщин беспокоит появление второго подбородка. Очень часто виновницы в появлении второго подбородка это могут быть грудные мышцы и могут быть проблемы с глубокими мышцами шеи, те, которые крепятся к подъязычной кости. Подъязычная кость – это у нас такая тоненькая кость, в которой сверху и снизу крепятся подъязычные и надподъязычные мышцы. То есть очень часто либо мышцы могут быть в гипертонусе, либо мышцы могут быть в гипотонусе, и мы можем проверить это по мобильности подъязычной кости. Для этого мы сдвигаем немножечко подъязычную кость вправо, затем влево. Когда подъязычная кость у нас освободится, то и освобождаются те мышцы, которые прилегают к ней. Соответственно, второй подбородок уже будет намного легче убрать, нежели с напряжением этой кости. Для этого я провожу легкую терапию этой области, и уже следом я начинаю прорабатывать именно глубокие жировые прослойки именно шеи, для того, чтобы слить лишнюю жидкость и лишнюю отечность с этой области. Это движение бывает не очень приятным, но результат, когда женщина встает и видит такой более четкий овал лица. Но здесь, помимо подъязычной кости, также у нас большую роль играет грудино-ключично-сосцевидная мышца. Я ее прорабатываю, и также я прорабатываю ее крепление. Это крепление к грудине, для того, чтобы освободить именно заушную область. Я поворачиваю немного голову на себя и прорабатываю грудино-ключично-сосцевидную. Освобождаю ухо для того, чтобы мышца прощупывалась у нас. Также это очень удобно для проработки именно околоушной области, так как уши у нас это тоже такая область, которая показывает, выдает возраст наш, поэтому нужно очень качественно проработать именно заушное пространство. Здесь у нас сосцевидный отросток, туда, куда крепится наша грудино-ключично-сосцевидная мышца. Иногда бывают такие дисфункции, если же у женщины не хватает задних зубов, то может быть идти легкое смещение уже костей черепа. Но здесь по возможности я вам покажу, как это можно будет сделать и как это я делаю на процедурах. Но я рекомендую всегда женщинам, у кого проблемы с жевательными зубами, то есть их нужно восстанавливать, их нужно ставить на место для того, чтобы не было уже глубоких деформаций лица. Деформация лица – это говорит о том, что идут смещения костей и происходит раннее старение, то есть здесь смещаются скуловые кости, смещаются угол молодости, наши ушки заходят вовнутрь и появляются морщины именно перед ушами и за ушами, то, что нам не очень нравится. Проработка шеи должна быть очень глубокой, если же девушка пришла к нам с проблемой коррекции именно овала лица, коррекции именно второго подбородка. То есть сюда я уделяю очень глубокое свое внимание. То есть я прорабатываю очень глубоко. Также здесь у нас под грудино-ключично-сосцевидной мышцей у нас крепятся лестничные мышцы. Лестничные мышцы с возрастом, если же они зажаты, могут проявляться такие моменты, как онемение рук, онемение вообще конечностей, да, там, в плечевом суставе. То есть здесь нужно работать очень глубоко. Также мы с положения у изголовья мы прорабатываем и ножки крепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы, которая у нас крепится, как ни странно, это к грудине и ключице. Да? То есть те ножки мы как раз просматриваем, как положение ключицы у нас поменялось после того, как мы проделали и грудинную область. Мне нужно, чтобы грудино-ключично-сосцевидная мышца, ее волокна распустились и дали мне подход уже в более глубокие слои.
То есть здесь также у нас задействуется и очень глубокая лимфодренажная проработка, так как очень часто второй подбородок у нас появляется именно от того, что очень сильный лимфостаз у женщины, и поэтому мы и прорабатываем все тело, то есть те основные моменты, которые нам важны в лице. То есть если же у нас забита центральная канализация, к сожалению, сточные трубы менять будет бесполезно. Центральная канализация у нас, кстати, она находится именно глубже в теле. То есть я проработала максимально, насколько я могла сейчас проработать грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Я поворачиваю голову прямо, и мы видим, что уже освободилось подъязычное пространство с этой стороны, и здесь уже стало полегче, то есть эта сторона у меня еще немножечко зажата, и я буду дальше прорабатывать немножечко шею, для того, чтобы убрать второй подбородок максимально, насколько это получится. Мне нужно, чтобы все волокна мышечные ходили свободно. Но мы также видим, что у нашей модели сегодня у нас немножечко проблемы с жевательными мышцами. И это очень хорошо, потому что вы увидите, как они прорабатываются через ротовую полость. То есть я проверила свою работу, и я уже возвращаю также для того, чтобы проработать кости глубокие. Кости у нас, как вы знаете, это такое губчатое состояние костей, и очень часто у нас идет смещение именно потому, что нет зубов. Да? То есть я вылепливаю сейчас уже идет такая более глубокая работа, как лепка. Я немножечко размягчаю кость, и у меня уже идет формирование угла молодости, то, что мы любим. Также чуть выше здесь у нас скуловая кость, и нам надо будет также немножечко размягчить ее, для того, чтобы освободились крепления большой и малой скуловой мышцы. У костей черепа есть такие швы, и эти швы, если были какие-то травмы, если были операции, даже операции на зубы, они влияют на красоту нашего лица. Поэтому очень часто, если же вставляем зубы, после этого я рекомендую пройти массаж лица с коррекцией уже, да, таких более глубоких моментов. Снаружи я сейчас максимально, насколько я могла, проработала кости. Теперь будем работать уже более глубоко с мышцами. Я снимаю с креплений мышц наши депрессоры. Это глубокая работа. На самом деле это выглядит, что это болезненно, но это не болезненно. Это такая приятная боль. И я слегка приподнимаю, и я прорабатываю мышцы изнутри. То есть если мышца укоротилась, и она в спазме находится, то будут сверху провисы. Да? Провисы уже в коже, что образуют наши брыльки. Поэтому нам нужно, чтобы наши мышцы были максимально в тонусе, максимально в нормотонусе. Да? Не в гипотонусе, не в гипертонусе, а именно в нормотонусе. И тогда не будет у нас появляться кармашков, которые мы привыкли называть брылями. То есть должно быть все, в принципе, в организме человека функционально. То есть я прохожусь несколько раз. Я прорабатываю эту сторону. Особое внимание я уделяю именно тому комку мышц, которые у нас идут у уголков рта. Здесь у нас вплетаются круговая мышца рта, депрессоры. Сюда также вплетаются скуловые мышцы. Здесь у нас идет такая ручная пластика лица. То есть мы вылепливаем и мы расправляем те ткани, которые, вот смотрите, у нас сейчас здесь, например, стоит такой комочек. Мне нужно максимально расправить ткани для того, чтобы лицо у нас пошло наверх. То есть никаких заторов по дороге, чтобы не было. Я прохожусь также по жевательным мышцам. Вернее, до мышц, конечно, я дойду только изнутри ротовой полости, но я прохожусь вверх, и я затягиваю в височную мышцу. Височную мышцу мне очень часто она у нас сдвигается вперед, и поэтому мне нужно ее максимально, насколько получится, приподнять и сдвинуть в ее нормоположение. Я поворачиваю, и я теперь вижу, что у меня лицо уже пошло наверх. Я немного расслабляю также уже поверхностные мышцы шеи.
переходим на вторую сторону. Я прорабатываю также грудино-ключично-сосцевидную мышцу, все ее крепления, чтобы мышца у меня разволокнилась, так скажем. Моя процедура, которую я делаю комплексную, да, полностью, я не делю на части наше тело, она длится около 1,5 часов. Идет глубокая проработка всех мышц, и в завершении я всегда накладываю альгинатную маску. Альгинатная маска – это, я считаю, наилучшее завершение любых массажей лица, потому что в альгинатах очень много полезных веществ, которые питают уже такую разгоряченную кожу и помогают корректировке овала лица. Курс таких процедур рекомендуется минимально 5 процедур, максимально, конечно, как все массажи, рекомендуется 10 процедур. Это в зависимости от тяжести уже тех эстетических изменений, которые произошли в лице. После курса массажа, да, я рекомендую поддерживать это либо поддерживающими процедурами, которые у нас должны происходить либо раз в 2-3 недели, минимальный раз в месяц, либо самомассажами, которые есть сейчас в свободном доступе. Также есть мой массаж, который висит у нас на ProBeauty.kz. Можете посмотреть его, он очень глубокий, и вот это отличная поддержка после курса массажей именно профессионального, да, характера, то есть который проходит у меня здесь. Когда мы прорабатываем шейные мышцы, мы прорабатываем и лестничные мышцы, мы прорабатываем глубокие мышцы шеи задней поверхности, выемную линию, да, это та линия, куда крепятся глубокие мышцы шеи и поверхностные мышцы шеи. Также далее это все вплетается в затылочное брюшко, а затылочное брюшко, вы знаете, да, что оно у нас, если не знаете, то я вам скажу. Затылочное брюшко у нас соединяется с лобным брюшком, и если проблемы в затылке, есть у нас укорочение мышц, то это будет напрямую отражаться на нашем лбу. То есть будет появление морщин поперечных, так и горизонтальных, так и появление межбровных морщинок, то, что нам не нравится. Также я в этом положении сейчас уже сразу прорабатываю кость и подчелюстное пространство. И прорабатываю скуловые кости, также наши все отростки. Далее я уже прорабатываю глубокие мышцы, также которые депрессоры. Я их выглаживаю, разглаживаю, чтобы посерединке не было никаких морщинок, заторов. Все, что мы делали с левой стороны, мы повторяем с правой стороны. Но чаще всего правая сторона у женщин, которые правши, это бывает более болезненно, нежели чем левая сторона, так как все у нас делается на этой стороне. Да? Мы поднимаем детей и готовим кушать, какие-то делаем манипуляции, уборка, там еще остальное делается правой рукой, поэтому правая сторона чаще всего более поражена, нежели левая. Ну, у левшей, соответственно, наоборот. Также я прорабатываю височную область. Ну и просто такое легкое поглаживание, для того, чтобы успокоить кожу. Все, поворачиваем голову, уже ровненькая сторона. Если у нас идет легкая проработка лицевых мышц уже в горизонтальном положении,
После того, как мы проработали шею, мы приступаем к легкой проработке лица. И после этого мы перейдем уже в интероральную область и будем прорабатывать внутри. Здесь я подтягиваю депрессоры наверх, и плюс я их расслабляю слегка. Также мы сейчас делаем с вами постизометрическую релаксацию именно жевательных мышц. Для этого мы попросим модель сделать максимальный вдох через нос. Сделаем вдох. Выдох через рот, и на выдохе вы открываете челюсть вниз, а глаза мы отводим наверх. Для чего мы отводим глаза наверх? Так как жевательные мышцы у нас напрямую связаны с глазными мышцами, и когда мы делаем такую постизометрическую релаксацию жевательных мышц, тогда и происходит легкое расслабление тех массаторов, которые у нас в глубинной части нашего височно-челюстного сустава. Закрываем. Делаем еще раз вдох, выдох и максимально отводим челюсть вниз, глаза наверх. Еще выше в глаза попробуйте, вот сюда, да, смотреть. Вот так, хорошо. Мы массируем наружную часть жевательных мышц и также легкую глубинную часть. Закрываем. Еще раз вдох, выдох, глаза наверх. Угу. И проработка. Закрываем. Хорошо. Мы таким образом расслабляем жевательную порцию мышц снаружи. Далее мы уже пойдем вовнутрь. Также, пока мы не зашли вовнутрь, я прорабатываю максимально, насколько я могу проработать снаружи, все наружные мышцы. Носогубный бортик, да, очень часто носогубный бортик у нас затягивает мышца, которая у нас внизу под носом, и это приводит к тому, что верхняя губа с возрастом у нас истончается. Истончается, потому что мышца не дает питания тканей, и за счет этого у нас идет истончение именно верхней губы. Да? Нижняя губа у нас уже в следующее идет. Для того, чтобы проработать губы, мы собираем губки в уточку и вытягиваем губки немножечко вверх, да, то есть я к себе вытягиваю и прорабатываю тот пучок мышц, который я говорила, да, это сюда приходят и круговая мышца рта, и депрессоры, и скуловые мышцы. То есть здесь я прорабатываю так глубоко и увожу их в височную область для того, чтобы показать направление лицу, чтобы оно у нас шло наверх, не опускалось вниз. И здесь также я прорабатываю именно депрессоры, те уголочки губ, которые у нас идут вниз, да, то есть то, что нам не нравится. Поэтому это такая глубокая фасциальная работа. Это кажется снаружи, что это немножечко болезненная часть. Ну да, чувствительность есть, но не настолько. Прорабатываем вторую сторону. Здесь я прорабатываю также скуловые мышцы и даю им направление в верхнюю часть. Да? Височную область хорошенечко прорабатываем. Очень часто ко мне обращаются люди, у которых глубокая носогубная складка. Это, как я уже говорила ранее, что носогубная складка, виновница носогубной складки может быть намного ниже не в самой мышце здесь, а уже может уходить глубоко в грудину, которая тянет за собой все ткани на лице. Здесь для того, чтобы разорвать эту связь, мы прорабатываем грудинные мышцы, это грудино-реберные мышцы, а уже локально мы прорабатываем это здесь вот таким вот приподнятием ткани для того, чтобы питание шло лучше, и вот эти вот склерозированные ткани у нас отлеплялись от костей, чтобы каждая ткань у нас была сама по себе, то есть ничего у нас не склеплялось, не слеплялось. Эстетика лица от этого у нас улучшается. Посмотрим на крылья носа, да, то есть крылья носа у нас очень часто, здесь у нас носовые мышцы, которые также, укорачиваясь, они утягивают ткани вовнутрь, то есть носик у нас становится такой, как бы крылья носа у нас внутри, носогубная складка у нас глубокая, это от того, что мышцы укоротились и утягивают нос вовнутрь, а кончик носа у нас уходит, как бы он увеличивается, да, почему говорят очень с возрастом нос увеличивается. Здесь мы уже
плавно подошли к одной из также виновниц носогубной складки. Это мышца брезгливости. Это слово уже само за себя говорит. Если мы часто брезгуем, если мы часто нам что-то не нравится. Но и также мышца брезгливости у нас напрягается вследствие каких-то болевых ощущений. Ну и, в принципе, да, с течением нашей жизни у нас мышцы, если не работают, то они также имеют свойство укорачиваться. У некоторых мышц есть свойство такое, при долгом ее напряжении, она расслабляется. То есть здесь мышца брезгливости, я даю легкое напряжение, да, это болезненное ощущение, но на 20 секунд уже включается аппарат Гольджи. То есть как работает аппарат Гольджи, я немного поясню. Аппарат Гольджи – это мышца дает нейронную связь мозгу и говорит, что нам больно. Мозг при этом говорит, что подожди сейчас 15 секунд, и мы будем расслабляться. То есть здесь то же самое. Через 15-20 секунд мышца начинает расслабляться. То есть если есть какие-то болезненные ощущения, то лучше это даже хорошо, потому что там, где болит, там есть проблема. Если бы у нас не было проблем, то у нас бы ничего не болело, и мы бы ничего не знали. То есть я со второй стороны повторяю все то же самое. Я даю легкое напряжение этой коротенькой мышцы брезгливости. И после я ее выглаживаю так, чтобы мышца расслабилась и вернулась на свое законное место. То есть носик у нас должен быть такой мягкий, он не должен быть жесткий. Здесь у нас хрящевая ткань. Выше у нас уже идут кости черепа, которые очень часто также, если же носим очки или же есть такой момент, когда вкалывают ботокс, то идет напряжение уже чуть ниже, идет напряжение в область переносицы. Ну и если же, не дай бог, были какие-то травмы, были какие-то удары по голове, по носу, то это приводит к деформации носовой перегородки, то есть тех костей. Если же прям глубокие деформации, то, конечно, мы здесь не исправим, мы можем отправить к остеопату. Но то, что мы можем подправить, если это мышечные какие-то напряжения, то это исправляется. То есть здесь я делаю легкую растяжку именно швов черепа на переносице, для того, чтобы освободить именно вот область глаза. Да? Если же у нас какие-то напряжения в глазу, то это очень часто идет именно от напряжения костей. Здесь я даю легкую подвижность костям. И выглаживаем переносицу. Да? Здесь также мы плавно переходим уже в мышцу гордеца. И чуть попозже мы вернемся к глазам. То есть мне нужно сначала расслабить крупные мышцы, а потом уже после этого мы перейдем к более мелким и будем прорабатывать их более ювелирно. Здесь мы приподнимаем немножечко. Если же есть поперечные морщины, они будут у нас как бы выжиматься, да, чтобы не образовывались внутренние какие-то заломы. Также здесь у нас очень часто в формировании межбровных заломов очень часто виновата мышца, сморщивающая бровь. Это такая тоненькая мышца, которая приводит наши брови друг к другу и образует глубокую морщину, и далее уже приводит это к заломам. То есть я расслабляю эту мышцу, расслабляю ее легким вибрирующим движением и как бы даю ей расслабиться немножко, расправиться. Я ее расправляю как резиночку, возвращаю ее на ее место. Да? Со второй стороны мы повторяем все то же самое, чтобы у нас были симметричные глазки. Это ощущение иногда бывает болезненно именно там, где мышца у нас сложилась, да? Волокна находят друг на друга и образуют триггерную точку. То есть если же у нас есть триггерная точка, так же, как я вам говорила уже ранее, это хорошо, потому что мы знаем, что там есть проблема. Но мы под пальцами также можем это ощутить. То есть 2-3 раза прошлись туда-сюда, и уже это ощущение проходит. Далее мы переходим на лоб. Лобные мышцы – это лобное брюшко, которое у нас соединяется с сухожильным шлемом головы. Мы привыкли говорить о нем как это апоневроз, и соединяется с затылочным брюшком. Эти мышцы очень часто сдвигаются за счет того, что апоневроз у нас, это сухожильный шлем головы, склеивается с нашим черепом. Для того, чтобы
снять напряжение именно с этой области, я приподнимаю и делаю легкую складку, уходя в сухожильный шлем головы. И пытаюсь расслабить, пытаюсь разорвать вот эту вот связь, да, которая слеплена. То есть приподнять немножечко кожу, чтобы дать приток именно волосистой части головы и также вернуть наше лобное брюшко на его исходное положение. Я очень большое внимание уделяю апоневрозу. То есть если же есть такая проблема, что поперечные мышцы на лбу у нас появляются с возрастом, то нужно уделять особое внимание волосистой части головы. Здесь приподнимать, делать складочки на всем черепе, и можно подергать себе за волосы. То есть это тоже дает отличный результат, и брови моментально взлетают вверх, а где брови взлетают у нас вверх, соответственно, и легкое нависшее веко, которое возрастное у нас появляется, это также поднимается все наверх. То есть я прорабатываю полностью весь лоб. И здесь также очень удобно проработать височные мышцы. Мы их прорабатывали снаружи, мы их прорабатывали в задней области. И сейчас я также дам легкое напряжение височной мышцы, чтобы вернуть ее в ее исходное положение. Очень часто, если же были какие-то головные боли или что-то такое, то височная мышца у нас приходит в спазм. Ее нужно обязательно массировать слегка, то есть височная область, чтобы у нас не появлялись морщины, именно вот эти вот морщины, которые нам не нравятся, которые у нас появляются, их называют в народе гусиные лапки. То есть это значит, говорит о том, что если появились гусиные лапки, то уделите, пожалуйста, свое внимание голове. Сделали легкий такой у нас легкий или тяжелый массаж лица. Сейчас мы переходим к интероральной технике. Для этого я уже одела перчатки, и мы будем работать внутри ротовой полости. Здесь движения не такие видные, но я буду объяснять каждое движение, которое я сейчас буду проводить. Просим немножечко приоткрыть рот. Я захожу за щеку и ухожу вглубь одним пальчиком, потому что двумя пальцами это будет тяжело. Просим не напрягать нижнюю челюсть, и мы прорабатываем внутреннюю порцию крыловидных мышц. Здесь движение очень мелкое, поэтому может казаться, что я стою на одном месте, но здесь проработка идет более глубокая. Также я прорабатываю массетер жевательной мышцы, и как только у меня массетер жевательной мышцы расслабится, сразу приоткроется проход именно к крыловидным мышцам. Это движение, на него уходит какое-то время. И также, когда у нас расслабляется массетер, то есть он теряется в щеке, у нас открывается проход именно глубинных мышц. А те мышцы, которые бывают зажаты, они также ухудшают отток именно в параорбитальной области. Поэтому я в своем блефаропластическом массаже я делаю именно интероральную технику. Не напрягайтесь, главное расслабьтесь. Движение при напряжении мышцы, да, напряжении глубинных мышц, оно может быть болезненное. Но если немножечко попросить клиента расслабиться, то это движение даже доставляет такое, знаете, ощущение, как будто ты падаешь в невесомость. И когда спадает вот эта нагрузка лет, какие-то внутренние психологические зажимы, то человек может заснуть буквально на 5-10 секунд и проснуться уже таким отдохнувшим чувством, как будто проспал часа 3-4. Здесь также прорабатываются внутренние швы черепных костей. Поэтому очень часто вы можете заметить в моем инстаграме, что форма лица немножечко меняется, да? То есть она подтягивается наверх, она не становится вытянутая, как с возрастом, а именно возвращается в исходную форму, потому что мышца подтягивает, да, и лицо приобретает такое более юное очертание. Сейчас я прорабатываю большую и малую скуловые. И выхожу немножечко здесь. Здесь у нас как и снаружи, так и внутри ощущается именно напряжение в носогубной области. Но это от того, что у модели у нас нет жевательных зубов и идет легкое смещение верхней скуловой кости. То есть кости, вы знаете, да, что зубы у нас ищут препятствия. То есть почему зуб на зуб заходит, да, а когда если нет упора, то идет смещение. Здесь я прорабатываю носогубную складку изнутри. Привожу ее в нормотонус. Также при переходе на другую сторону я делаю легкое
растяжение круговой мышцы рта. Круговая мышца рта у нас похожа на резиночку. При правильном ее натяжении то не будет кисетных морщин. Кисетные морщины с возрастом у нас появляются, потому что мышца укорачивается, да, и она затягивает перед собой ткани. Я перехожу на вторую сторону. Прорабатываем именно крыло носа с внутренней части. Снимаем напряжение с мышцы брезгливости. Со второй стороны мы повторяем все то же самое. Все. И я перехожу работать уже с скуловой костью. То есть она также приходит у нас в напряжение. И если мы здесь ее немножечко проработаем, то форма лица у нас будет немного меняться. Я поставила руки на мягкое верхнее небо. И здесь прорабатываю немножечко именно зубной ряд, который сходится у нас с костью. Проработала немного круговую мышцу рта. И я буду переходить сейчас на нижнюю челюсть. Также попросим немножечко приоткрыть. Я проработаю здесь круговую мышцу рта. Попросим приоткрыть немножечко. И я буду работать сейчас, да, бросьте просто язык, не напрягайте нижнюю челюсть. Я буду работать с подъязычной диафрагмой. То есть это вот то, что мы начинали работать с подъязычной костью. Когда и при напряжении подъязычной кости напрягаются, либо приходят в гипертонус, либо приходят в гипотонус, да, это в зависимости от положения шеи, именно надподъязычные мышцы, то есть это подъязычная диафрагма, это также короткие мышцы, которые крепятся к подъязычной кости. Я прохожусь вдоль зубов. И также мы увидим, как у нас быстро собирается второй подбородок. Также теперь, как мы проработали подъязычное пространство, я завершаю свою работу в ротовой полости, так как нельзя долго работать в ротовой полости, максимум это 10-15 минут. То есть я прорабатываю депрессоры, и на этом у нас работа в ротовой полости у нас завершается. Но остаются элементы блефаропластического, которые я вам сейчас также продемонстрирую. После проработки глубинных жевательных мышц мы переходим к работе с глазами. Но предварительно, перед тем, как начать работать с глазами, здесь у нас есть некие швы черепа, также, которые я расслабляю. Движение тоже такое незаметное, оно более работает именно на кости, да, на швы черепа. То есть мы немножечко их расслабляем. Также мы расслабляем, получается, сухожильную связку. И далее мы будем прорабатывать, немножечко я проработаю слезную кость и слезный канал. Если есть отечность, то, скорее всего, есть закупорка слезного канала, либо закупорка лимфоузлов, которые приближены к параорбитальной области. То есть один глаз я отработала, второй глаз также. Немножечко расслабляю шов черепа и прорабатываю слезный канал, и, соответственно, немножечко расслабляются также здесь и мышцы носа. То есть если у нас нос твердый или у него есть какие-то напряжения, да, то работать с глазами бесполезно. То есть нужно для начала проработать нос, но мы это уже делали в предварительном массаже. Для работы уже непосредственно с кожей глаз я использую гидролат и сквалан. Я предупреждаю клиента, что я сейчас брызну, возможно, это комнатная температура, но тем не менее это чувствительно. То есть мне нужно, чтобы максимально кожа увлажнилась именно влагой такой, как вода, а гидролат это именно водичка. То есть мы прорабатываем, слегка разносим гидролат, и я также беру капельку сквалана, совсем немножко.
Сквалан это не масло, это масло, маслянистая сыворотка, так скажем, и она не дает закупорку пор, поэтому я очень люблю на ней работать. Так как вообще у нас техника не масляная, поэтому только в работе с глазами я добавляю немножко маслянистого какой-то субстанции. Да? То есть я захожу именно внутрь глаза, то есть получается, под параорбитальную кость и немножечко делаю фиброзный надрывчик, так как если же здесь есть у нас отечность под верхним веком, под нижним веком, то те лимфодренажные техники и те массажи, которые были предварительно, они уже максимально постарались расслабить. Также с внутренней стороны я сначала прощупываю, смотрю, потому что на нижней стороне параорбитальной области очень часто скапливается отек, который делает такие песчинки, что ли, на кости. Уже когда у нас все мышцы максимально расслаблены, то очень легко зайти под глаз. То есть здесь никаких уже болевых ощущений практически нет. То есть мы заходим. И очень важно проработать именно наружную часть. Работа с параорбитальной областью приподнимает возрастные изменения век. То есть очень часто женщины обращаются ко мне о том, что веки упали на глаза, также мимические морщины. Это говорит о том, что помимо, здесь проблема не в самих глазах, здесь проблема намного глубже, и мы ее сначала прорабатываем, а после этого только двигаемся уже в сам глазик. Блефаропластический я его делаю только на 3-й, на 4-й, либо на 5-й даже, возможно, процедуре, потому что пока у меня не расслаблены мышцы шеи и мышцы головы, а также жевательные мышцы, то в глаз лезть опасно. Ну, в смысле, как опасно? Это не опасно, это просто будет больно. Поэтому мы максимально сначала расслабляем клиента, а после этого только уже работаем более глубоко. И заметьте, что я двигаюсь от внутреннего уголка и потом от внешнего к внутреннему. То есть вот таких вот каких-то движений я не делаю, дабы не растянуть кожу. Но у нас кожа не растягивается, именно только параорбитальная область, она может от того, что очень сильная отечность там бывает у некоторых девушек, то она может немножечко дать растяжение. Работа с глазами тоже это такая глубинная работа. И здесь в наружной части у нас покрывающая мышца глаза. Как хорошо получилось. Мы проверяем, как мы проработали. То есть глаз у нас должен быть легкий. Я делаю легкую пальпацию, и глаз у нас такой становится мягенький. Мы переходим ко второму глазику, также предупреждаем, я сейчас брызну, не пугайтесь. Максимально увлажняем именно такой водянистой сначала субстанцией, чтобы гидролат напитал нашу кожу вокруг глаз. Также я добавляю капельку сквалана. Сквалан – это очень легкая такая субстанция, это легкая, как сыворотка, и она не дает тяжести глазам, не покрывает какой-то пленкой глаза. То есть поэтому на ней работать очень хорошо. То есть я прощупываю, если есть здесь какие-то фиброзы. Это выглядит, что это больно, на самом деле это достаточно приятная такая процедура. У нас модель уже спит. Есть противопоказания к полному комплексу этого массажа. Это какие-то онкологические заболевания в острой форме. То есть если прошла ремиссия, там уже после 3-4 лет, легкие, но вам обязательно нужно предупреждать своего мастера, что было такое, чтобы имели в виду и знали. Ну, само собой, разумеется, какие-то активные воспалительные процессы, как и внутренние, так и наружные, не рекомендованы для такого рода массажа, так как массаж очень глубокий. Если какие-то наружные высыпания, акне, либо раздражение, герпес и тому подобные воспалительные процессы наружного характера, они могут разнестись. А если же какие-то внутренние, температура, несварение желудка тоже не рекомендуется, так как мы лежим здесь 2 часа. С такими симптомами желательно не приходить на процедуру.
Данный массаж уже можно начинать делать после 28, ближе к 30 годам, дабы предотвратить какие-то возрастные изменения лица. Я сейчас выглаживаю параорбитальную кость и даю впитаться максимально сквалану и всем питательным веществам. После того, как мы проработали глубинные фиброзы, далее мы делаем легкую тонизацию поверхностной мышцы, это круговой мышцы глаза. Мы делаем легкий щипковый массаж. Также он есть у меня в самомассаже, вы можете также посмотреть. Если же какие-то вопросы есть именно с опущением век, вы можете посмотреть в наших самомассажах, есть на ProBeauty.kz. Вот, я делаю щипки именно круговой мышцы глаза. И так как вы знаете, что мышцы глаза, они у нас сидят достаточно глубоко, и снаружи это очень тяжело проработать, поэтому мы прорабатывали это интерорально. И сейчас мы будем просить нашего клиента делать некие упражнения, чтобы разбудить внутренние мышцы. Очень часто, почему происходят также изменения с глазами, мы просто забываем, как ими двигать. То есть какие-то двигательные движения именно глаз мы на каком-то этапе жизни, возможно, это забывается. То есть если повернуть глаза, мы делаем поворот полностью шеи. То есть мы не делаем максимально отвод глаз в сторону. Да? Очень важно двигать внутренними мышцами глаза, то есть делать какие-то упражнения право, лево, вверх, вниз, закатывать глаза. То есть таким образом мы будем внутренние спящие мышцы глаза. Мы просим, максимально отведите глаза налево. Лево, 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 лево. Право, 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 право. Смотрите, двигается у вас нижняя челюсть. Лево, 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 лево. Право, 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 право. Лево, 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 лево. Право, 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 право. Хорошо. Вниз, вверх. Вниз, 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 вниз. Вверх, вверх. Максимально, максимально, максимально. Вниз, максимально, максимально, максимально. Вверх, максимально, максимально. Вниз, максимально, максимально. Вверх, максимально, максимально. Вниз, вверх. Также попробуйте закатить глаза. Закатили, 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 закатили. Расслабили. Закатили, 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 закатили. Расслабили. Закатили, 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 расслабили. Хорошо. Мы, прикрывая глаз, когда у нас клиент делал упражнения, мы чувствовали, как глазное яблоко начинает двигаться. Оно начинает двигаться, и при этом в напряжении, в таком дрожа, это уже говорит о том, что мышцы заснули, их нужно будить. Поэтому, если у вас есть возможность, двигайте всегда глазами. Хорошо. Теперь я сделаю легкий отворот верхнего века. И еще раз проверю положение наших мышц и насколько качественно мы сделали работу. То есть параорбитальная кость, она уже так размягчилась, ее можно посмотреть, почувствовать. Она стала такая более мягенькая. Все, на этом массаж у нас заканчивается. Обязательно я завершаю массаж альгинатной маской. Альгинатная маска – это великолепнейшее завершение любого массажа на лицо, потому что у альгинатов есть свойство, это и есть водоросли, есть свойство регенерировать кожу, есть свойство питать. Также у альгинатов и у составляющих этих альгинатных масок есть такое свойство, как противоотечный эффект, моделирующее. И когда маска начинает застывать, она стягивается, да, уменьшается в объеме, и за счет этого корректируется очень хорошо овал лица. Также эти маски, даже если их использовать
в домашнем уходе рекомендуется всегда делать курсом, то есть любую маску нужно наносить на лицо либо каждый день, либо через день, минимум 10 дней. Также у альгинатных масок есть свойство слегка отбеливать кожу, поэтому может быть такое ощущение, что кожа может слегка побелеть. Я выкладывала маску именно со спирулиной для того, чтобы также регенерировать кожу. Мы нанесли масочку и оставляем ее работать минимум на 15 минут, максимум 25-30 минут. На этом все. С вами была Ажара Затулаева. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на канал ProBeauty KZ. Здесь очень много чего интересного. Пока-пока.